кого-то Мексика — это текила, сомбреро, песчаные пляжи, взрыв цвета, тусочки разные. Для меня же в первую очередь это древние цивилизации Мезоамерики. И мы по приезду в Мексику решили долго не откладывать и сразу рванули в город Тула. Да-да, именно город Тула. Причем это уникальное место, тут сохранились объекты из цивилизации тольтеков. Это цивилизация индейцев, которые были еще до ацтеков. И почему-то о них намного меньше информации, они меньше распиарены в мире, чем ацтеки, но цивилизация очень интересная. И попробуем немножко с ней познакомиться. Вот мы видим уникальные артефакты. Это такие истуканы, атланты. Чем-то напоминают воинов из терракоты. Только эти воины не из терракоты. Они сделаны из такого грубого камня. Если присмотреться, насколько все пропорционально, насколько все симметрично. Каждая деталька, каждое углубление, каждая выемка. Смотришь и диву даешься, как будто это пилили алмазной фрезой, а не с подручными материалами. Еще до того, как приехали конкистадоры с Европы, тольтеки воевали с ацтеками. И, как вы понимаете, победили ацтеки. Как говорится, горе проигравшим, историю напишет победители. Поэтому сегодня мы в основном знаем о ацтеках, о их культуре, а тольтеки остались немножко в тени. Но все же какая-то информация просачивается. И я когда-то увлекался книгами Карлоса Кастанеды. Я не скажу, что я читал прям все его книги, но то, что я запомнил еще в самой первой книге, в учениях Дона Хуана, он как раз писал от лица Дона Хуана, что тот называл себя древним учеником тольтеков и древним магом. И он ассоциирует тольтеков именно с магией. Это очень глубокая философия, попробуем о ней чуть-чуть поговорить. Попробую вытащить что-то из закоулков памяти, потому что, блин, я сюда приехал, я думал, сейчас вдохновлюсь и начну генерировать мысли, вспоминать и все такое, но, блин, у меня какое-то выгорание произошло. Я не могу 5 слов связать, и надеюсь, все-таки получится разговориться. А это такой жертвенный алтарь. Как известно, индейцы были очень кровожадными, и жертвоприношение для них было в порядке вещей. И вот такой интересный алтарь. Вот тут вот по центру вырванное сердце вот так вот ложили. Здесь кровище стекало. Те, кто изучают древние языки индейцев, говорят, что на одном из наречий, кажется, нуатль, в те времена слово тольтек означало как культурный человек. Поэтому можно понять, что тольтеки были местной интеллигенцией того времени. И очень много мифологии, которая сохранилась потом в культурах майя, в культурах ацтеков, она берет свои корни именно у тольтеков. Они, можно сказать, толкнули колесо истории, точнее, колесо мифологии, или, можно даже сказать, религии. Очень интересно, как тольтеки относились к смерти. Они ее не отрицали, но они считали, что смерть — это не конечная остановка, а наоборот, что после смерти люди перерождаются, точнее даже не перерождаются, а трансформируются во что-то более совершенное. Но чтобы к этому прийти, нужно всякие шаманские практики на себе проводить, к ней готовиться, к этой трансформации. А тело после смерти даже не хоронили, потому что оно вообще не имело у них значения. Оно считалось, что тело трансформируется в энергию и просто бесследно исчезает, поэтому нету смысла его хоронить. И еще очень интересно это философия сталкинга. Сталкер — это тот, кто погружается внутрь себя. Точнее, даже не просто внутрь себя, а человек, который не смотрит на мир через призму своих предрассудков, а пытается каждую деталь, каждое действие расценить и понять с нескольких ракурсов.
и в том числе и самого себя. Это включает в себя жестокую самодисциплину, хладнокровие и изучение всех своих поведенческих когнитивных качеств. А вообще этот храм посвящен богу Кецалькоатлю, пернатому змею. Вы наверняка видели разные фигурки или фрески, картины пернатых крылатых птицеподобных змей, не путать с драконами. И вот тут вот как раз мы видим на стене вытесанные из камня такие фрески, где пернатый змей пожирает свою жертву. Скорее всего, людей в то время наверняка скармливали змеям, хотя информации такой я не располагаю, это так мои домыслы. Но ужасающе выглядит. Причем в разных культурах есть крылатые змеи. Допустим, в старославянской, я помню, была история про Василиск. Это была полузмея, полупетух. Очень опасное существо, которое, как медуза Горгона, превращает все в камень, все, что видит, и дышит ядом. У Кецалькоатля тоже очень много характеристик, но ему именно поклонялись. Его не считали как каким-то злом, а наоборот. В том-то и разница, если в славянском или в каком-то кельтском фольклоре есть разные мифические существа, то они более в негативной коннотации всегда прослеживались. А индейцы, они всем этим демонам именно поклонялись. Это станция метро сделана в таком стиле, как музей космонавтики или космологии. И сейчас мы видели Солнце, что прикольно, что оно изображено не как просто огненный шар, а видно, что Солнце состоит из разряженного очень обширного облака газов, внутри которого есть плотное раскаленное ядро. И тут еще такие космические тона, как будто на луноходе едешь, и тут какие-то люди проходят. Угораздило меня проголодаться и решил отделаться малым общепитовским злом. Благо, щупальца фастфуда пронизывают буквально весь Мексико-Сити. Я когда был в Македонии с другом недавно, мы тоже там видели древние машины, жуки, удивлялись, как они ездят. И я ему еще тогда сказал, что я к таким машинам отношусь с любовью, с нежностью, вот как инвалид. Имеет право на свою автомобильную жизнь.
Вид из окна у нас не самый романтический, хотя есть в нем какая-то мексиканская хтонь. Встречает нас вывернутыми наружу кишками проводов, переплетенными и вбитые в пол сваи, как арматуры костей.